Приветствую, земляне! У микрофона Планета, и это новый ролик по игре Watcher of Realms. В данном ролике обсудим с вами основные особенности прохождения второго рейда 24 этапа, сборки, команды, герои, которые вам потребуются, их замены, если они возможны, и все поподробнее после небольшой рекламы. Эй ты! Да-да, именно ты! До сих пор не знаешь, как задонатить в игру или пополнить Steam быстро и выгодно? Сегодня это не проблема, ведь есть Донатов.нет. Подписка на сервисы, изобилие популярных игр, все собрано на одном сайте по самым лучшим ценам. Ты можешь быть уверен в выгоде операции, ведь она дешевле, чем в самой игре. Наш любимый Watcher of Realms не исключение. Больше не нужно передавать свои личные данные, для пополнения достаточно только ваш ID. На сайте расписана подробная инструкция для пополнения вашего аккаунта. А при регистрации по моей ссылке ты получишь купон со скидкой на первую покупку. Ну и чтобы нам пройти второй рейд, 24 этап, нам нужно ознакомиться с информацией по карте и понять, каких мобов нам нужно именно контрить. Если со стражем дробителей все понятно, станчим его, убиваем, этого золотого стража мы ловим, это колобки. Они врезаются, сносят себе здоровье, сносят здоровье танку половину, если боец убивает нафиг. И все. От вот этих вот нам нужно прям очень сильно отыгрывать, потому что эти големы выбирают целью юнита, который самый первый будет выставлен на плитках сверху. То есть нам нужен какой-то плотный целитель, который будет принимать вот эти вот камушки. Но и целители, которые будут рядом с ним по крестообразной траектории, должны тоже быть плотными. Все, здесь понятно, босс кричит, топает, все, вредный капризный ребенок кричит, топает, тут у нас все понятно. Давайте теперь же перейдем непосредственно к пачке и к прохождению. На ваших экранах сейчас вот такой вот состав, и это, ну, чуть ли не самый бюджетный состав, которым смог реально пройти данный этап. Это у нас северяне через Изольду и адский взрыв через Твина, ну, то есть просто Твин как брелок. Остальные у нас здесь Эйлин, Ферси, Эловин, Холлоу, Вортекс, Седи, Бракир, Ардея и Изольда. О чем здесь вообще можно пообщаться, какие у нас здесь альтернативы, кто здесь незаменимый. У нас здесь есть именно конкретно в данной пачке пласт незаменимых героев. Это Седи, это Эйлин и это Ферси. Понятное дело, что в целом всю пачку эту, если поменять, будет, условно говоря, вообще другое прохождение. Но Изольду можно поменять на более дорогую версию, это Король Хартс. Если у вас нету Седи, то Король Хартс должен быть на первой пробуде. Если у вас нет Ардеи, то вам вообще желательно тогда 2 ДД а-ля какой-нибудь Аэрис плюс Валькира. Или же Валькира плюс Люйбу. И этих же героев можно так жонглировать. То есть Люйбу плюс Аэрис и прочее. То есть остальные герои, ну, вряд ли справятся. И, честно говоря, не тестил. Потому что я видел, с Люйбу закрывают, у меня Люйбу нету, сам не щупал, не знаю. По поводу хилов. Вортекса можно поменять на Миден. Холлоу, ну, можно поменять на Корнелиан, но тогда у вас, в принципе, проблем не будет с тем, что вам не нужно будет жонглировать хилами, потому что в данной пачке у меня здесь 3 дополнительных хила. Это Вортекс, Эловин и Холлоу, которыми я жонглирую, чтобы у меня, во-первых, жили хилы от камней, которые выходят и кидаются, и, во-вторых, чтобы Седи успевала заполнять ярость. Потому что есть нюансы, где у нее не хватает ультимейта от крика до крика. И если на 22-м, на 23-м этапе босс у нас кричит всего лишь 2 раза, если я правильно помню, напишите, кстати, в комментариях, 2 раза или 3. На 24-м этаже голем кричит 4 раза, и от этого нам нужно отыгрывать. Давайте сразу же пробежимся по шмоту, потому что потом уже его показывать не будет смысла, потому что вы не будете понимать, с чем вы имеете дело. То есть у нас минимальный порог вхождения танков, вот у меня Изольда в таком сете, ну, выбрал в такое, потому что вот такой.
100 тысяч здоровья, 7200 защиты. Этот сет называется Непоколебимая воля. Она получает здоровье и хилится еще, когда получает урон. Ну и, естественно, Астральный страж, артефакт. Здесь без вариантов кольцо бастиона. Ардея. Ардея здесь в злой месте плюс адский рев. Да. Почему адский рев? Потому что Ардея будет стоять на full хп, ее будут хилить. Талант ее с дискообразными вот этими двойными атаками будет очень слабо работать, и поэтому она будет бить все время с базовой атаки, поэтому адский рев именно на втором рейде для Ардеи это лучший ваш выбор. Дальше. Смотрим. 50 тысяч здоровья, 32 тысячи атаки и 374 скорости атаки на 323% крит урона. Да, шмот нужен бодрый. Также здесь у нас вот 400-ки, здесь, ну, можно лучше, на самом деле, давайте, наверное, что-то лучше дадим, потому что, видите, ну, фигня, просто на УЗшку, но с фигней. Поэтому давайте чуть-чуть поменяем, видите, у нас тут 3500 потери здоровья, ну, ничего страшного, вот, у нас есть вообще идеальная шмотка классная. Все, мы сюда подытожили, чуть-чуть меньше хп, но больше крит урона. Прям красотища. Артефакт, ключ отступника, чтобы просто Ардея была плотнее, ее лучше хилили, и хилы на нее не отвлекались там в моменте. Дальше. Бракир, либо же какой-то другой танк, который у вас будет. Сразу скажу, что можно, в принципе, взять и Рокса. Именно если нет Бракира, тоже неплохо себя показывает камушек. Здесь у нас 120 тысяч здоровья, 9 тысяч защиты, сет страж плюс астральный страж. Все. Артефакт кольцо бастиона без вариантов. Сэдди. Конкретно в моей сборке это родник магии плюс спасение. Но если она у вас не будет тянуть удары, то вам нужно минимум 53, там, 54 тысячи здоровья. Это под эпической лидеркой. И то сейчас будем проходить. Вы увидите, что не факт, что это периодически не будет вообще помогать никак. Защита 1900, скорость атаки здесь 486, эффект исцеления 66% и восстановление ярости 80%. Плюс автовосстановление ярости с помощью родника магии мы забустили на 21%. Артефакт здесь у меня ее личный, тихая грация, и сама Сэдди у меня на 5-й пробуде. Но сразу скажу, что проходят и без 5-й пробуды. Если у вас ульта не залита по навыкам, то вам без бустеров ярости не пройти вообще никак. То есть Эловин и Холлоу это ваши герои, от которых вам придется отыгрывать, потому что, ну, Сэдди даже и с навыками не всегда справляется с заливкой ярости от крика до крика. Вортекс у меня одет в проходной мой сет еще со времен бородатых динозавров. 45 тысяч, 46 здоровья, 1700 защиты, 300 скорости атаки, эффект исцеления соточка, все. Артефакт у него здесь Эпитафия Элизиума, так как он хилит в одну цель с базы. Эйлин. Эйлин у меня здесь также на 5-й пробуде. Она стоит по центру, ей в принципе желательно 3-ю, но не обязательно, она все равно там дотягивается до Ардеи. Здесь у нас сетик тоже 44 тысячи здоровья здесь, минимум 40 надо давать обязательно, 9300 атаки. Ну, сколько она скреб, извините. 323 скорости атаки и эффект исцеления тут 29. Ну, как вы видите, она просто собрана в жир. Артефакт Бальзам Тиа в сочетании с ее первой пробудой, где она увеличивает множитель исцеления для целей, за которых ниже 30% на 30%. И здесь у нас сочетание, то есть даже с такими статами она хорошо начинает выхиливать. Ферси здесь тоже желателен, потому что срезает массовый урон, которым босс в большей части своей, вернее всегда он дамажит массово, поэтому это нам прям обязательно. Ну, ладно, не обязательно, желательно. То есть если его менять, то у вас должен быть более сильный вортекс, и статы, которые вы увидели, должны быть еще больше. Окей, 36 800 здоровья, 1300 защиты, 450 скорости атаки, эффект исцеления 110 и восстановление ярости 38%. Артефакт также Бальзам Тиа, потому что у нас очень часто герои будут побитые, особенно после крика и ультимейта Сэдди. Это нам очень хорошо помогает их очень быстро выхилить. Хорошо, Эловин.
Она у нас здесь в комплекте прилив сил плюс Т3 Астральный Страж. 47 тысяч здоровья, почти 48, 13 400 атаки, 446 скорости атаки, эффект исцеления 80% и даже восстановление ярости 44% имеется. Артефакт здесь Золотой Скоробей, чтобы она быстрее восстанавливала свою ярость и повышала себе атаку на 5%. Холлоу. Холлоу у нас здесь обмазана вообще как танк. У нее тут Бессмертный Воин слева, Страж справа. Смотрим ее характеристики. Это 45 300 здоровья, 8000 атаки, 2000 защиты, 365 скорости атаки, эффект исцеления 18 и восстановление ярости 25. Артефакт также Золотой Скоробей, чтобы быстрее восстанавливала ярость и бустили ей атаку. Ну и теперь поехали само прохождение. Здесь можно играть через монетчиков, но тогда вы не будете жонглировать хилами, и у вас будет немножко другая расстановка, поэтому не будем тратить время на то, чтобы, экспериментировать с пачками, вернее, показывать другую альтернативу, потому что у меня попросту нету всех коллекций, чтобы все варианты вам показать. Единственное, что скажу, Кирену мы ставим, желательно лучше ставьте вот здесь, потому что Ардея себя здесь лучше чувствует, сюда выставляются в основном хилы, здесь никого уже не будет, и поэтому лучше тут ставить Кирену и танками ловить здесь вот этих вот дробителей, и, регенить себе монетки и выставлять остальных героев. Ну а здесь же мы идем по другому пути, мы выставляем сразу же Изольду, ставим Сэдди, это у нас будет камни-приемник. И теперь выставляем тут Бракира. Все, сейчас копим монетки, выставляем Эйлин, чтобы она настакивала свою пассивку. Как видите, мы ее здесь выставляем, и она спокойно себе достает до вот этих плиток, где у нас будут стоять дамагеры. Если у вас нету третьей пробуды, и у вас, к примеру, расстановка, где, знаю, Эйлин ставят еще ниже, чтобы она не получала по черепу от камней, так как будет захлеб, то в моем случае, у меня она на 5-й пробуде, мы можем поставить ее ниже, даже желательно было это сделать, но показываю вам, как я конкретно закрывал. Окей, хорошо, все, видите, камешки врезались, ультуем, выставляем Ардею в помощь и копим монетки на Ферси. Все, теперь идет крик голема, ставим на X1, ультуем Сэдди прям под конец, она успевает, все, кастанули. Выставляем, можно даже, наверное, сразу же лавинку поставить. Мне, наверное, не нужно ставить, сейчас нам надо закрыться и снизить по себе массовый урон. Все, выставили Ферси и теперь копим монетки на Эловин. Как вы видите, Ардея в адском реве справляется. То есть более-менее хорошо у нее все получается. Все, стукнул один раз, выставляем Эловин. И сейчас по откату, как по откату, пойдут големы, которые будут кидаться в нас булыжниками. И нам бы желательно, сейчас вот мы ультуем Изольдой. И когда выйдут эти големы, нам желательно бы ультануть Ферси, чтобы нивелировать по нам массовый урон. И урон от камней в сочетании, потому что когда вся эта движуха идет, одновременно очень сложно выхиливать нашим хилам, и вам нужны огромные... Вот сейчас будет крик, это важно, я убираю Эловин, потому что она здесь умрет. Сэдди у нас всех спасает, и как вы видите, проблем никаких не происходит. Сразу же выставляем сюда вот Холлоу, и тогда, когда пойдут уже, опять же повторюсь, големы, которые кидаются, нам важно ультануть будет именно, наверное, даже Эйлин ультанем, да. Здесь мы сейчас ультуем, заливаем ярость холкой, ультуем Бракиром, чтобы он не сильно отвлекался, ультуем Изольдой, и вот у нас пошли уже метатели, и нужно ультовать Эйлин. Все, Эйлин спокойно себе под ультой будет спасать нашу Сэдди, потому что, видите, здесь идет 2 пачки этих големов. И Сэдди в некоторых случаях, особенно если у нас Изольда, вы видите, как больно, очень больно, прям капец как больно. Вот снова даем Ферси, крик голема пошел, ультуем Сэдди, чтобы она не просела, и сейчас крик голема. Убираем Холлоу. Видите, еще, кстати, големчик прошел, такое тоже может быть. Здесь придется его потом добивать отдельно. Все, у нас все пошло хорошо.
Здесь где-то вот тут, ну да, вот так вот выставляем Вортекса, чтобы он спасал сейчас всю ситуацию, потому что у нас будет очень больно сейчас все. Мы выставляем Холлоу, эту Эловин, чтобы заливала Сэдди, и все у нас в порядке. Снова ультуем Эйлинкой, и вы видите, ну вот прям вообще капец, захлеб пошел мобами, потому что, во-первых, лидерка у Ардеи не легендарная, очень мало урона из-за этого, мы очень много теряем показательных характеристик. Снова ультуем Ферси, ультуем Бракиром. Еще плюс Бракира в том, что он, когда его... Блин, скажите, я скажу, не успеваю контролить. Так, давайте сейчас пообщаемся. Бракира, когда атакуют, он замораживает камней, и все происходит хорошо. Они не забивают блоки, Ардея успевает это все добивать, и, в общем, все хорошо складывается. Если вдруг у вас там не прокает рандом или у вас проходит больше одного моба, вам нужно просто перезаходить, потому что игра Watcher of Realms такая, что бывает рандом не на вашей стороне, и вам нужно просто 100 раз зайти, чтобы прокнуть удачную проходку конкретно для вас, и все будет получаться. Все, сейчас будет крик голема последний. Ультуем мы Изольдой, и у нас готова Сэдди, и нам сейчас надо будет убирать Эловин и Вортекса, потому что они умрут. Вот вы видите, у нас уже 2 моба пошло. То есть мы, скорее всего, видите, захлебнулись. Просто потому что у нас по лидерке, ну вот, все, пошли. Уже пошел захлеб, уже пошел и босс. Сейчас начнется землетрясение, вон големчики начинают проходить. Ну, это, к слову, к тому, о чем я и говорил. То есть то, что у нас и Ардея не надамажила столько, сколько нам нужно. И вон еще мобы пошли. То есть, если у вас эпическая лидерка, ну, я думаю, можно взять, вообще лучше взять Элдра, если у вас нету хардса, потому что, я надеюсь, у вас однозначно должны быть какие-то легендарные лорды из северян. Естественно. Ну, если их у вас нету, то вам, наверное, просто не повезло. Либо же не жонглировать, как я, вот хилами, убирать Вортекса и взять в себе в помощь какого-нибудь второго дополнительного ДД. Сейчас я перепройду с этим дополнительным ДД и покажу вам, как может быть, если вдруг у вас все-таки лорд Изольда, а не Хардс. Ну и все, здесь в принципе техника простая, вы видите, мы босса убиваем, этого голема я просто уберу потом Ардею, выставлю вот сюда, поверну вниз и убью. Поэтому давайте сейчас мы переместимся сразу же в прохождение, где я уберу Вортекса, и мы попробуем с вами держать эти волны с помощью 2 дамагеров. Так, вот и я сейчас нихуя не понял. Ну вот, собственно, вы видите, как это происходит. И, кстати, так даже, ну, мне кажется, и симпатичнее выглядит. Главное, чтобы у вас просто вся эта коллекция была. Если у вас нету Валькиры, Люйбу тоже хорошо себя покажет. Если нету Ардеи, то Валькира плюс Люйбу. Если нету Валькиры, надеюсь, есть хотя бы Эрис. Просто если у вас нету каких-то определенных героев, то, скорее всего, ну, вам просто сюда пока и не нужно. Потому что, ну,
как мы знаем, мы играем в рулетку, где и в рыбалку, где мы попросту можем не выловить нужного героя для конкретно данного данжа, и поэтому, ну, так и произойдет, что вы просто не сможете закрыть. И вы видите, даже мы поставили рекорд моего прошлого прохождения. Мы в прошлый раз на стриме проходили с помощью короля Хартса, и это сейчас в прямом эфире я показываю, что король Хартс вообще не панацея, но нужна Сэдди. Да, вы можете сказать, что она на 5-й пробуде, но давайте посмотрим, что ей дают пробуды. Первая очень даже неплохо. Песня отваги будет давать больше здоровья, у вас просто будут более крепкие герои. Но если у вас нету Хартса, то я надеюсь, у вас хотя бы Сэдди есть на первой пробуде, и она будет еще лучше спасать ваших героев. Третье пробуждение. При получении урона увеличивает восстановление ярости на 50%. Вот именно с помощью третьей пробуды она очень быстро сама себе регенит ярку, и если вы ее оденете конкретно в достаточно высокие показатели восстановления ярости, ну хотя бы 140, да, к примеру, то у вас получится и без Эловин это проходить, но скажу сразу, что сочетав вот такие вот статы, ну это, конечно, может быть довольно-таки проблематично. Ну и вот 5-я пробуда у нас, пока действует песня отваги, повышает нажитель исцеления на 100%. То есть, когда у нее будет срабатывать вот эта пассивка раз в 12 секунд, то она будет хилить сильнее. Но если мы посмотрим, упор прям в хил я здесь не делал, но она хилит от здоровья, 54 тысячи здоровья, 66 эффекта исцеления, всякие артефакты, ее именной артефакт, и очень даже неплохо. Единственное, что не посмотрели, сколько нахилил кто и как. Ну, я надеюсь, что вы просто возьмете, к примеру, если у вас есть такая пачка, оденете плюс-минус так же. И очень важное дополнение. Видите, у меня здесь там сеты стражи и так далее. Это все очень круто и приемлемо, но если у вас нету, то вы можете одеть и в солянку. Главное выдержать вот эти вот характеристики. И если мы возьмем, к примеру, сет стражи, который дает получаемый урон минус 15%, то нам, ну, давайте представим, что, к примеру, защиты, да, чтобы нам эти 15% нивелировать, нужно дать чуть-чуть больше защиты и, ну, может быть, даже на несколько тысяч здоровья больше. То есть вы можете одеть солянку из Т3 сетов, так как это Т1 сет, вы видите, вот мы, к примеру, возьмем Т3 сет с здоровьем, то посмотрите, здесь 66% здоровья. То есть при равных условиях этот сет выигрывает 6% здоровья, а от ее базы почти 40 тысяч здоровья, даже 6% это почти 4 тысячи. Ну там не 4 тысячи, условно 2 500. Да, 2 500. Ну как бы это на секундочку. Много. Поэтому не упирайтесь конкретно, если там, к примеру, вот Эловин тоже. Эловин вообще в приливе сил, но... Ну, то есть он, видите, на здоровье весь, скорость атаки и здоровье. То есть 66%. То есть я мог бы одеть ее и в стража, но по сути ничего бы не изменилось. Так как я здесь имею статы выше, а там бы я имел бы 15% снижения урона. Поэтому это тоже имейте в виду, когда будете проходить. И, кстати, последнее. Покажу, как была одета Валькира. Тоже адский рев, так как бьем с базы. 29 тысяч здоровья, 19,5 тысяч атаки. Где тут у нас скорость атаки 366, не 100% крит шанс и 345% крит урона. Артефакт здесь ключ отступника, а Ардея я переодел и дал расколотый эфес. Земляне, вот такая вот проходка. Пишите в комментариях, как проходили вы. И если с помощью данной проходки у вас получилось также закрыть второй рейд 24 этаж, также напишите, пусть люди знают, что мой труд не напрасен. Давайте подытожим наши знания. Чтобы пройти данный рейд, мы вместо того, как на 21 этапе жонглировали бойцами, танками, ловили всех вот этих бегущих колобков и так далее, здесь мы жонглируем хилами. Если у нас, к примеру, нету каких-то точечных хардсов на первой пробуде и бла-бла-бла. Жонглируем хилами, дамажим, терпим огромные толпы мобов, сдерживаем, такие включаем режим Ходора и, ну, идем к успеху. Второе. Нам нужен определенный кап здоровья, ниже которого мы можем сюда даже не заходить. То есть на хилах, на определенных, таких как Эловин,
Сэдди, Эйлин, если Эйлин там не ниже 37 тысяч здоровья, 35, то Сэдди желательно 50 плюс, Эловин до 50 тысяч тоже будет нормально, ну а Ферси жил особенно хорошо даже при 39 тысячах здоровья, то есть мотаем на ус, что хилы должны быть крепкими, делаем упор здоровья как на кодексе хилов, где нам нужно просто жить. То есть все хилится, главное снимать дебаф антиисцеления и все хилится. И здесь так же само. С помощью артефактов, с помощью бонусов, которые повышают нам эффекты исцеления, мы нивелируем статы, которые мы теряем, разгоняв нашим хилам выживаемость. Все, дамагеры у нас должны быть с туннельным уроном, такие как Ардея, Валькира, Люйбу, Аэрис. Эпические аналоги не рассматриваю, потому что, ну, они попросту не справятся. Никакая это там Элизия и ничего. Она будет без лидерки и ничего там не сделает. Ну и данный гайд подходит к завершению. Ставь лайк, если он тебе понравился. И обязательно подписывайся на канал, если ты этого еще не сделал. Спасибо тебе большое за поддержку. QR-код на мой телеграм-канал, ссылка в описании. Вся подробная информация, раскопки, промокоды, полезная информация, общение и помощь по игре. Это все в моем телеграм-канале. Подписывайся, буду тебе рад. Ну и с вами был Планета. Играй в Watcher of Realms красиво. Увидимся, когда увидимся, и пока-пока.